Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание пасхальной неделе. Поговорим о том, что это за пасхальная неделя, что нужно сделать в каждый день этой недели после Пасхи, что нельзя делать, чтобы не привлечь неприятности, беды и проблемы в свою жизнь, а также дадим определенные советы и рекомендации. Итак, друзья, далее все более подробно в этом видео. Итак, друзья, пасхальная неделя называют еще и Светлой Седмицей. Это неделя после Пасхи, которая включает само пасхальное воскресенье, а также 6 дней до антипасхи, то есть до следующего воскресенья. Светлую Седмицу именуют пасхальной неделей, святой неделей или светлой неделей. В течение нескольких дней верующие празднуют воскресение Иисуса Христа. И двери храма в эти дни открыты настежь. И это говорит нам о том, что открыта для всех дорога на небо. В светлую неделю ежедневно проводятся крестные ходы под колокольный звон. Православные вместо утренних и вечерних молитв читают так называемые пасхальные часы. Это преисполненную радости часть богослужения, в которую не включены псалмы и покаянные молитвы. 8 дней празднования Христового воскресения являются как бы одним днем, принадлежащим вечности, где времени уже не будет. Это сказано в Откровении Иоанна Богослова. Что же можно есть в пасхальную неделю? В обычное время православные верующие постятся по средам и пятницам, а в светлую неделю в честь праздника эти посты отменяются. Поэтому пасхальную седмицу еще называют сплошной, то есть она не имеет вообще постов. Что же можно делать в пасхальную неделю? Светлую седмицу принято радоваться воскрешению Иисуса Христа, усиленно молиться, стараться посещать службу и звонить в церковные колокола. Молитвы, произнесенные на неделе после Пасхи, считаются самыми сильными. Нужно думать о хорошем, а также помогать нуждающимся в это время, отдыхать и наслаждаться жизнью. Всю неделю верующие должны приветствовать друг друга следующей фразой «Христос воскресе». Также в Светлую Седмицу можно проводить и смотрины невесты. Конечно, на этой пасхальной неделе и есть запреты. Что же нельзя делать всю неделю после Пасхи? Так как у нас с вами Светлая Седмица, которая посвящена радости, то на неделе после Пасхи запрещено усердно трудиться, придерживаться поста, даже во время подготовки к причащению, посещать кладбище и устраивать поминки умерших. Для этого существует у нас с вами Радоница, день поминовения усопших. Родительский день всегда бывает во вторник через неделю после Пасхи. В 2023 году Христово воскресенье у нас с вами 16 апреля, поэтому Радоница приходится на 25 апреля. В числе и других запретов Светлой Седмицы, друзья, у нас с вами и венчание. Также в это время запрещается употреблять спиртные напитки, ругаться, скандалить, унывать. Нельзя скупиться и жадничать. Нужно гнать от себя завистливые мысли. Считается плохой народной приметой тосковать в этот день. Также считается, что не стоит в светлую неделю держать в руках нитку с иголкой, шить, вязать или вышивать. Лучше воздержаться и от ручной стирки. Также в это время не стоит высаживать растения в открытый грунт. Они могут не прижиться и погибнуть. Также нельзя отказывать людям, которые нуждаются в помощи. Добрые дела позволят жить в гармонии со своей совестью. Обращаем ваше внимание, что не обязательно помогать людям деньгами. Вы можете кому-то помочь словом, кому-то можете просто что-то перенести, поднести. Это также будет помощь, только не нужно о ней рассказывать. Многие задаются вопросом, а можно ли в Светлую Субботу ходить на кладбище? Сразу скажем, что нет.
Первые недели после Пасхи должны быть посвящены радости воскрешения Иисуса Христа. Грустить и горевать не позволяется, потому и на кладбище в эти дни ходить нельзя. Есть только один день, когда разрешено съездить на кладбище – это Радоница. Напоминаем, в этом 2023 году она выпадает на 25 апреля. Можно ли в Светлую Субботу убираться в доме? Многих интересует и такой вопрос. Вообще-то считается, что генеральная уборка была проведена в Чистый четверг, а потому сейчас делать тяжелую работу нельзя. В это время разрешены разные мелкие работы по хозяйству. Например, можно готовить еду, можно ухаживать за растениями. С другой стороны, как и во всякий церковный праздник, священники говорят, что если есть в том большая нужда, то можно заниматься и тяжелой работой. Но предварительно не забудьте помолиться. Нередко звучит и один и тот же вопрос: а можно ли крестить детей в Светлую Седмицу? Конечно, можно. Этот обряд не подлежит ограничениям. Спрашивают и о посте. Неделя, следующая за Пасхой, позволяет все. Но чревоугодие не приветствуется. Также многие задаются вопросом, а почему Светлую Субботу назвали хороводницей? Первая пасхальная неделя считалась началом возрождения и обновления жизни. И в это время проводили много обрядовых действий, которые были связаны с заключением браков. В Светлую Седмицу молодые парни и девушки высматривали друг друга. Поэтому пасхальная неделя была временем, когда в деревнях проходили смотры невест. А потом девушки должны были показать себя во всей красе. Водили хороводы, устраивали танцы, игры и пели песни. Основное время таких хороводов выпадало на субботу, так как за ней и закрепилось такое название в народе. А вот первое воскресенье после Пасхи на Красную Горку играли первые весенние свадьбы. На Руси существовали народные традиции, народные приметы, которые были связаны со Светлой Седмицей. Например, было принято качаться на качелях. Наши предки верили, что это поможет им избавиться от грехов и сдует их ветром. Однако качание – -1 грех, считали они. Считалось, что ребенок, который родился во время празднования Пасхи, будет иметь богатырское здоровье и проживет долгие годы. Многие народные приметы Светлой Седмицы связаны с погодой. Так считалось, что если все дни пасхальной недели ясные и теплые, лето будет жарким, а урожай будет обильным. Если пасмурно, летом будет холодно и дождливо. Сильные дожди сулили богатый урожай, а гроза – сухую осень. Для молодых девушек, по поверьям, Светлая неделя могла предсказать ближайшее будущее. Если услышат кукушку, скоро родится ребенок. Если зудят губы, будет поцелуй. Если ударилась локтем, вспоминает кавалер. А если в суп упала муха, ждите свидания. Также считалось, что для сохранения красоты и миловидности нужно было умываться из серебряной чашки. Давайте теперь проговорим каждый день недели после Пасхи. Что можно делать в тот или иной день после Пасхи? Итак, давайте начнем с понедельника. Понедельник назвали после Пасхи такими днями, как поливайник, купальный или светлый понедельник. Что же нужно было делать в этот день? В этот день нужно было бить своих друзей, знакомых и родными ветками вербы и поливать друг друга водой. Для чего? Чтобы прогнать болезни, хвори, обрести здоровье и благополучие. Мужчины идут в гости с куличами и крашенками. Женщины устраивали для гостей застолья дома. Утром девушки и женщины умывались водой с крашеного яичка, чтобы целый год быть красивыми и здоровыми. В этот день нужно было посещать бабушек и крестных. Далее наступал вторник с недели после Пасхи. Называли его купальный, поэтому, так как непременно следовало проснуться и сходить на утреннюю службу. Иначе сони накличат беду и нищету в свой дом. Поэтому проспавших и поливали студеной водой. Женщины ходили в гости с куличами и крашенками, а мужчины в это время занимались домашними делами. Среда недели после Пасхи называлась как хороводница, светлая или градовая. Утром тем, кто еще не вышел замуж, следовало вознести молитву Господу о скорейшем обретении семейного счастья.
После весь день необходимо было быть среди людей, чтобы не пропустить судьбоносную встречу с суженым. Абсолютно запрещено было работать, чтобы урожай не пострадал от града. Также настоятельно рекомендовалось идти в корчму, веселиться с друзьями. Далее наступал четверг. Четверг после недели после Пасхи назывался Навский или Светлый четверг. Это было время посетить своих предков. В этот день посещали кладбище, ухаживали за могилами, оставляли там ломтик кулича и крашенки. Птица, севшая на памятник, считала, что это умерший родственник, который спустился принять гостинцы. Такую птицу, если она прилетала во время посещения могилы, считали хорошим, добрым знаком небес. Строго было запрещено пребывать в унынии. Это день для светлого приветствия своим умершим родственникам. День, когда они спускаются с небес, чтобы разделить с живыми светлую радость. Ну и так далее наступала пятница. Пятница после Пасхи называлась прощенная пятница или светлая. Это день всех любителей было пива. В пятницу варили пиво, угощали и угощались этим напитком до легкого хмеля, чтобы пригласить удачу. Чрезмерное же пьянство могло накликать беду. На пиво звали зятя с семьей. Мирились с тещей и тестем, если успевали с ними поссориться. Далее наступала суббота, и субботой называли Святой Артос или Светлая суббота. Верующие посещали колокольню в своем храме, звонили в колокола, чтобы проводить Светлую Седмицу. Ходили в гости, желали окружающим добра и благополучия. Священнослужители в этот день раздают верующим освященные хлебцы-артосы с рисунком креста. Мыли дома, чтобы избавиться от несчастий и зла. Тем, кто живут в частном секторе, нужно было полить крышу из шланга. Те, кто живут в квартире, могли ограничиться помывкой входной двери. Далее наступало, друзья, воскресенье. И воскресенье называли вьюнишник, Фомино воскресенье, Светлое воскресенье или Красная горка. Молодежь посещала природу, красные красивые пригорки. Во время общения в компании многие встречали свою половинку. В этот день признавались в любви, знакомили избранницу или избранника с родителями. День судьбоносный и счастливый. Многие устраивают свадьбы именно в Светлое воскресенье. Апостол Фома, неверующий, так как не верил в воскрешение Иисуса Христа, узрел воскресшего Спасителя, поэтому этот день и назвали Фоминым. Светлая или сплошная седмица начинается сразу после Пасхи. Обращаем ваше внимание, еще раз хотим вас проговорить, что она будет с 17 по 23 апреля. И каждый из этого периода называется светлым. Также обращаем ваше внимание, что в Светлую Седмицу нет поста и разрешена любая, в том числе молочная и мясная пища. Также обращаем внимание, что Светлая Седмица – это продолжение праздника Пасхи, который так долго ждали православные. Также это время радости и православия, прославления Христа. И на протяжении всей этой недели верующие отмечают Пасху. Как и сам праздник Светлого Воскресения Христова, в эти дни постоянно звучит пасхальное приветствие «Христос воскрес», на которое отвечают «Воистину воскресе». Также старайтесь в это время молиться, посещать храмы, постарайтесь и звонить церковные колокола. В этот период нужно думать только о светлом и хорошем, помогать бедным, нуждающимся, а также отдыхать и ходить в гости к родственникам. Также обращаем ваше внимание, что не положено на неделе посещать кладбище, горевать и плакать по усопшим. Не стоит в этот период и предаваться другим грехам, в том числе связанным с завершением поста. Нельзя предаваться чревоугодию, пьянству, разврату и руганью. Тяжелую работу по дому тоже лучше отложить на потом, чтобы все мысли были посвящены светлому празднику. Срадоваться воскресению Христову и отмечать Пасху, по сути, верующие все мы будем после Светлой Седмицы вплоть до Вознесения, которое отмечается на 40-й день после Пасхи.
В этот день, по преданию, Христос вознесся на небеса, завершив свое служение на земле. Всем мы хотим пожелать света в душе и в жизни, мира в сердце и гармонии в отношениях с окружающими людьми. Поэтому будьте счастливы и живите с верой в Бога, с верой в чудо, в добро, в любовь. Итак, друзья, добрых праздников вам и хорошего настроения. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ, с праздниками, Божьей вам благодати. Услышимся с вами уже в следующем видео.